Всем привет! Всем привет! Сегодня мы начинаем нашу новую большую работу. Колонку. Да. Это уже очень большое количество сделанных колонок. Это новое. Да, ну, нам принесли еще убитые колонки. Это какие-то старые компьютерные, все шильдики утрачены, инструкции нет. Пластик, вот, как видно, рассыпается прямо в руках, но динамики еще целые. И мы придумаем для них новый корпус и сделаем беспроводные колоночки. Помогут нам в этом вот такой вот усилитель MH-M38. Вот. Это встроенный Bluetooth на нем есть и два канала по 5 Вт. Предполагаем, что здесь динамики в пределах 5 Вт, вряд ли больше. Для питания будем использовать аккумулятор. Обычный аккумулятор. 18650, да, вот холдер у Виталика. Для зарядки вот такой вот модуль контроля заряда. Это у нас, погоди секундочку, TP4056. Это он и есть. Вот, так, у нас тут просто еще пакетик с такими модулями. Расходный материал активно используется, мы сразу много закупили. Пушистый лаборант с нами. Да, Маруська тоже участвует в процессе сборки. Ну, в общем, мы сейчас разберем колонки, соберем сначала всю электронику начертанную без корпуса, а потом будем работать над корпусом и поместим собранную схему уже внутрь. Итак, мы проводим сейчас тест. Да, система собрана начерно, все работает. Давайте посмотрим, как мы ее собрали. Два аккумулятора параллельно присоединили к блоку контроля заряда на соответствующие клеммы. К нему же посадили провод питания, плюс которого у нас проходит через кнопку, которая его разрывает, кнопку включения-выключения. На усилителе подключили питание. Обратите внимание, здесь 3 контакта. Земля, ground минус, он общий, а плюс есть отдельный для источника питания 3,7 вольта, это как раз наш случай, батарею подключаем, или 5 вольт, это вот можно через этот порт, допустим, запитать от USB. И соответствующими контактами плюс-минус, сопрягая их вместе, мы подключили наши динамики. Ну, как видно, все работает. Сейчас будем делать корпус. Сейчас мы делаем корпус. Мы уже взяли чемоданчик за основу. Он готовый, да, не то, что мы его делаем, мы его дорабатываем. То есть вот есть такой чемоданчик фанерный, они продаются готовые, недорогие, Да. собраны, честно говоря, тяп-ляп, но для наших нужд сойдет. Да. Его объем где-то примерно 4,5 литра, мы его разделим перегородкой, пропилим отверстие под динамики, разместим всю вот эту черновую сборку внутри. Ну, сейчас пойдем делать, вам покажем. Перед тем, как установить электронику внутрь корпуса, мы решили вам его показать. Да, вот у нас две половинки. Одна у Виталика, это задняя часть с перегородкой, которой мы отделим левый и правый канал друг от друга. И вот лицевая часть. У меня здесь просверлены отверстия под динамики, вклеены трубочки фазоинверторов. Фазоинверторы мы настроили на ту же частоту, ну, по расчетам, Да. примерно 100 Гц, на которые были настроены колонки, из которых мы забрали динамики, только там был объем меньше и фазоинвертор был немножко другой, но мы пересчитали, где-то так получается. В любом случае, такие маленькие динамики ниже 100 Гц ничего более-менее приличного выдать явно не могут. Ну, ничего страшного не будет. Ну да, то есть мы делаем колонку без претензий на качество звука, просто такая веселая, интересная поделка. В любом случае стараемся сохранить акустическое оформление, которое было на оригинальных колонках. Мы думаем, что те, кто их создавал, наверное, считали, думали, экспериментировали. Но, конечно, не факт. Ну, проверим на практике. Сейчас мы будем сюда монтировать электронику. Мы собрали переднюю часть корпуса. Да, на ней все будет основное оборудование. Да, основное оборудование здесь все размещено. Задняя крышка будет просто крышкой. Вот, что у нас здесь есть? Самое главное. Усилитель. Вот он здесь на перегородке размещен. На перегородке мы его сюда прикрепили. Да, здесь у нас кнопка. Кнопка, вот она спереди. Угу. Здесь у нас то, что касается питания, аккумуляторы. Мы прикрепили его к этой стеночке. Да. И здесь же в основании аккумуляторного отсека мы батареи
устройство контроля заряда и разряда батареи. Вот. И обратите внимание, мы здесь просверлили маленькое отверстие и заклеили его прозрачным термоклеем для контроля индикаторов. Когда у нас подключено зарядное устройство, видно, зарядилось оно или не зарядилось, потому что здесь разного цвета светодиодики горят. И термоклей мы используем как световод. Аналогично вот здесь вот у нас на лицевой панели выведено окошко для наблюдения за работой нашего усилителя. Ну, так вроде все расписали. Сейчас мы будем наклеивать уплотнительные ленты для того, чтобы обеспечить герметичность нашего корпуса, Да. и собирать его целиком. Ну вот, уплотнение сделано. Кажется, можно закрывать. Угу. Заправь уголки. Угу. Тестируем. Да, все готово. Ждем. Включаем. Угу. Все работает. Такой ретро-стиль у нас получился. Что-то в этом есть. Ну что ж, друзья, мы с вами прощаемся. Музицируйте вместе с нами, музикируйте вместе с нами. Всем Пока-пока. пока-пока.